Добрый день, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня поговорим о Андрее Ермаке, недавно бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку было вручено подозрение. По версии НАБУ и САП, Андрей Ермак подозревается в участии в организованной группе, которая занималась легализацией или отмыванием около 460 миллионов гривен. Эти средства, якобы полученные преступным путем, легализовывались через строительство элитного коттеджного городка «Династия» в Козине под Киевом. Ермаку инкриминирована часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация имущества, полученного преступным путем». Суд уже избрал ему меру пресечения – это содержание под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен. В общественном дискурсе это дело против Ермака пытаются спозиционировать так, как будто бы Ермака судят за госизмену. Действительно, определенные основания для подобных разговоров есть, особенно в контексте старых скандалов. Но на самом деле на сегодняшний день, 17 мая 2026 года, Ермака судят именно за отмывание 460 миллионов гривен, примерно 4,5 миллионов долларов по разным курсам. Это отмывание на строительстве в Козине. Это коррупционно-финансовое дело и никак не дело о госизмене. Однако отдельно нам с вами стоит вспомнить один интересный эпизод, знаковый эпизод с вагнеровцами 2020 года, так называемый Вагнергейт. Вот тогда украинские спецслужбы, ГУР и СБУ проводили операцию по выманиванию и задержанию боевиков ЧВК «Вагнер», причастных к военным преступлениям на Донбассе, в том числе к сбитию самолетов. План заключался в том, чтобы заманить их под видом работы в Венесуэлу, а самолет с ними посадить в Украине и арестовать группу. Операция сорвалась. По данным расследований, включая Bellingcat, накануне финальной стадии руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести операцию на несколько дней, на 3-4 дня. Якобы, чтобы не сорвать перемирие на Донбассе, которое начиналось 27 июля 2020 года. В итоге вагнеровцев задержали, но не в Украине, а в Беларуси, и передали России. Многие тогда прямо говорили о возможной государственной измене и сливе информации из Офиса президента. Однако на сегодняшний день публичных неопровержимых доказательств того, что именно Ермак лично слил секретную информацию, нет. Промедление на 3 дня теоретически могло быть связано и с другими факторами. В частности, как вариант, который обсуждается в публичном пространстве, за это время Ермак мог успеть пообщаться со своей известной гадалкой Вероникой Фэншуй Аникиевич.
которая по некоторым данным консультировала его по кадровым и рабочим вопросам. Если бы именно через нее произошла утечка, это было бы по-настоящему показательным эпизодом. Но пока это остается на уровне версий и не вменяется Ермаку в текущем подозрении. Итак, строительство династии и отмывание денег. Это, как говорят, совсем не тот фэн-шуй, который многие ожидали увидеть в деле против такого влиятельного человека, как Андрей Ермак. Сегодня я, друзья, хочу проанализировать эту ситуацию с правовой точки зрения, опираясь на позицию, которую высказал один из моих коллег. Он обратил внимание на ключевую проблему, по его мнению, состоящую в том, что в любом суде должно быть настоящее состязание между обвинением и защитой, где обе стороны представляют суду свои позиции на основе доказательств. В данном же деле, по мнению моего коллеги, суд выглядит неравноправным партнером, а скорее исполнителем задач стороны обвинения. Именно поэтому моего коллегу удивляет, что не сам Андрей Ермак, который имеет свидетельство адвоката, ни его защитник Игорь Фомин не заявили сразу о незаконном составе суда. Ведь любые документы, представленные в таком суде, по мнению моего коллеги, могли бы быть признаны недопустимыми доказательствами. Также не было требованием о полном доступе ко всем материалам уголовного производства. Итак, мой коллега считает, что Андрей Ермак, судя по всему, не до конца осознает природу институции, которая была создана антиконституционным, по его мнению, способом под давлением иностранных партнеров для защиты их интересов в Украине и, в частности, для подавления политических конкурентов. Речь идет о НАБУ и САП. Поэтому выигрывать здесь, в этом процессе, который сейчас идет против Андрея Ермака, по мнению моего коллеги, можно только жестко требуя соблюдения Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса и других законов. Никаких мирных договоренностей в этой истории, по мнению моего коллеги, не будет. Друзья, я, как практикующий юрист, хочу дать свой правовой анализ такой позиции моего коллеги. Высший антикоррупционный суд ВАКС был создан законом номер 2447-8 и является специализированным судом, что соответствует Конституции Украины. Статья 125. Конституционный суд Украины пока не признал этот закон неконституционным в целом. Заявление о незаконном составе суда и автоматической недопустимости всех доказательств – это распространенная, но юридически довольно слабая стратегия на сегодняшний день. Такие ходатайства регулярно заявляются, а потом отклоняются как ВАКС, так и Верховным судом Украины. С другой стороны, принцип состязательности, статья 22 УПК Украины, действительно является
краеугольным камнем процесса. Сторона защиты имеет полное право заявлять отводы судьям, обжаловать подсудность, требовать признания доказательств недопустимыми. Статья 86-89 УПК. И настаивать на полном доступе к материалам дела. Если эти права реально нарушаются, это серьезный процессуальный недостаток, который можно и нужно фиксировать, обжаловать в апелляции и, при необходимости, в Европейском суде по правам человека. Глобальные же политические утверждения об иностранном контроле, подавлении конкурентов и досье трудно доказать в судебном процессе без конкретных допустимых доказательств. В зале суда эффективнее работать с конкретными процессуальными нарушениями в этом деле, объемом материалов, временем на ознакомление, качеством доказательств стороны обвинения, возможными нарушениями во время досудебного расследования. Апатичная позиция защиты в таком резонансном деле действительно выглядит странной. Здесь нужно агрессивно использовать все предусмотренные законом инструменты: отводы, ходатайство о недопустимости доказательств, апелляции и кассации. Подводя итог, скажу так: ВАКС остается легитимным судом, пока не будет иного решения Конституционного суда. Но качество правосудия в каждом конкретном деле зависит от активности защиты и реального соблюдения процессуальных прав. Возвращаясь же к теме государственной измены и вагнеровцам, к сожалению, этот эпизод не относится к компетенции САП и НАБУ. Он находится в подследственности СБУ. Но станет ли СБУ цеплять Ермака по этому поводу в ситуации, когда СБУ с одной стороны и НАБУ с САП с другой являются конкурентами за полномочия и влияние? Я в этом сильно сомневаюсь. Друзья, если вам нравится такой глубокий правовой разбор громких дел, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите свои мысли в комментариях и поддерживайте канал донатами. Ваша поддержка позволяет мне продолжать независимый юридический анализ. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!